Здравствуйте, меня зовут Константин, и это канал Костя про все. На этом канале мы будем рассказывать про все. Это наша первая попытка, это мой первый опыт такого канала. И начнем мы с того, что расскажем про наше путешествие в Европу в эти непростые времена. Путешествие будет на круизном лайнере, и займет оно приблизительно 10 дней. Путешествие уже состоялось, но я говорю это в прошедшем видео, чтобы было понятно, про что идет речь. Все произошло совершенно внезапно. Мы давно с семьей хотели поехать в круиз, пойти, как сейчас правильно говорить. И этот круиз должен был содержать какие-то места, в которых мы еще не бывали. Быть не очень дорогим, ну, разумеется, что все люди ищут. Корабль должен быть таким, чтобы на нем приятно было находиться и заходить в те места, в те порты или проходить рядом с такими достопримечательностями, которые были бы интересны. Выбор не очень большой, особенно для россиян. С учетом того, что мы уже путешествовали по Европе в прошлом, в основном это было на автомобиле, мы проезжали через большую часть Европы, мы останавливались в Италии, отдыхали в той части, которая больше у нас на Венецию ориентирована, и не были в той части, которая на другом побережье, на Средиземном море, то есть это Рим и города этого побережья Ионического моря. Мы были с другой стороны, мы ездили во Францию, мы были в Париже, но мы не были в Испании. У нас была такая идея, была такая мечта поехать в Испанию, и также хотели посетить Барселону. Были очень впечатлены тем, что видели по телевизору про работы Гауди, скульптора испанского, который творил в этом городе практически всю свою жизнь, посмотреть на его работы. Ну и помимо всего прочего, мы искали какой-то круиз, еще раз повторю, по тем местам, в которых мы еще не бывали. Круизы выпадали разные. Были круизы с заходом в Грецию, в Турцию, то, что для россиян, в принципе, сейчас не очень сложно. Но в Греции мы уже были, в Турции мы уже были, ну и в принципе, наверное, ничего нас не держало для выбора какого-то другого круиза. Случилось это совершенно внезапно. Я получил на почту какое-то рекламное предложение от какой-то круизной компании, находящейся в Москве. Я не буду сейчас называть имена, явки и пароли. Кто захочет, может написать мне в личку, я с удовольствием им поделюсь. Также я не буду упоминать на своем канале какие-либо политические вещи, затрагивать чьи-то политические взгляды и интересы. Я просто буду относиться к происходящему как к факту, который существует. Вот есть такая ситуация, кто в ней виноват, почему, я не буду говорить. Пусть часть зрителей это не воспримет правильно. Я высказываю свою точку зрения и хочу, чтобы она была понятна тем, кто меня смотрит. Итак, мне прилетело рекламное предложение о круизе, который шел по Средиземноморью. Круиз был из Барселоны через Рим, возвращаясь в Барселону. Я посмотрел на даты, даты были не очень подходящие. Круиз был осенью, но я зашел на сайт непосредственно компании, это компания Celebrity, компания, которая зарегистрирована где-то на островах, но принадлежит Америке, там американский экипаж, американские правообладатели, владельцы этой компании. Я зашел на сайт и посмотрел, совершенно неожиданно для себя нашел в августе круиз, который полностью нас устраивал. Плыл он не из Барселоны, а из Рима. И заканчивался он как раз в Барселоне. Это был не круговой круиз, как обычно так происходит, а круиз был в одну сторону. То есть отплывало судно, выходил лайнер из Рима, проходил по нескольким значимым и не очень портам, городам и заканчивался через 7 ночей, через 8 дней в Барселоне. О, сказал я себе, давай посмотрим. Посмотрел.
Да, еще одна вещь. Я не очень хочу говорить про стоимость. Вот как бы я буду упоминать приблизительно, сколько это может стоить, и буду, конечно же, отвечать на вопросы. Итак, стоит это дорого, как я уже упомянул, и это, конечно, очень сложно решаемая проблема, потому что, к сожалению, так как компания американская, будь она даже европейская, на сайте этой компании невозможно расплатиться кредитной картой, чтобы при возможности, допустим, разбить на платежи всю эту большую сумму. Есть, как я уже говорил, вот это предложение первое у круизе ко мне прилетело от компании-посредника, расположенной в Москве, и они предлагают, соответственно, принять у меня оплату кредитной картой здесь и перевести деньги компании. Есть комиссионные, они зашиты в стоимость. Иногда, конечно же, здесь не будем умалять заслуг таких вот перекупщиков, таких компаний по продаже. Есть какие-то особые мероприятия, когда они покупают оптом какое-то большое количество таких билетов, и они предлагают тебе в подарок, допустим, какую-то сумму на твой счет на корабле, или предлагают какие-то дополнительные льготы, скидки в будущем и так далее. Ну, я не знаю. Возможно, это был бы один путь, мы избрали другой путь. К счастью, у меня есть возможность заплатить за этот круиз через моих родственников, которые проживают за границей, что и было сделано. Мы с ними договорились, соответственно, они оплачивают кредитной картой этот круиз. И еще я в будущем скажу еще несколько вещей, оплата, к сожалению, которую можно сделать только онлайн и только по кредитной карте иностранного банка, не российского. И я с ними потом расскажусь при встрече, соответственно, там наличными переводом, это уже как бы наше внутреннее дело. Безусловно, возникают вопросы, почему мы не оформили, допустим, карту иностранного государства, казахскую, армянскую, есть сейчас такая возможность. Честно скажу, мы об этом думали, проверяли все опции. Две вещи, которые нас немножко останавливали, насторожили. Первое – это сама стоимость оформления. На сегодня это от 20 до 30 тысяч. Таким образом, мы приобрели эти билеты непосредственно на сайте компании Celebrity. Судно называлось Celebrity Edge. Это достаточно молодое, новое судно в линейке Celebrity. Оно выпущено на воду в 2018 году. Поплавало практически по всем океанам. В основном, конечно, это были рейсы на Карибах, плавало судно на Аляску, ходило по Средиземному морю, на Дальнем Востоке засветилось. Ну, как бы хороший, богатый опыт был, отзывы были неплохие, разумеется, я прочитал отзывы, которые мог найти. На русском отзывов практически нету, но достаточно много и американцев, и европейцев услугами Celebrity пользовались. Итак, мы зарезервировали себе круиз. Для нас это был первый морской круиз. До этого мы были в круизах, но это были речные круизы, и они были внутри России. И также мы живем в Санкт-Петербурге. Как достаточно приличное количество петербуржцев в свое время, когда это было возможно, мы ходили на пароме по Балтийскому морю, это или паром в Стокгольм, или паром в Финляндию. Также у нас был опыт, мы одно из путешествий по Европе вместе с машиной осуществляли через Хельсинки на пароме в Германию, и дальше уже непосредственно на машине, что нам экономило и деньги. Но такого большого круизного лайнера, 16-палубного, высокого, хорошего, заточенного непосредственно на отдых, а не на переправу автомобилей, у нас еще не было. Поэтому все для нас было вновь. Мы зарезервировали круиз, мы выяснили тут же, что, оказывается, та сумма, которая указана была за нашу каюту, это не конечная сумма. Так сказать, на топ сверху этого обязательно у нас есть чаевые, есть несколько опций их заплатить. Мы можем заплатить их вместе вот с этой суммой, то есть к отдельным платежом, но предоплатой. Мы можем заплатить и по окончании круиза, в любой день на борту. Мы можем чисто теоретически не платить централизованные эти чаевые, которые, по мнению компании, распределяются равномерно, или по каким-то им самим известным правилам среди членов экипажа. Мы могли не платить эту сумму, мы могли чаевые давать на борту в конвертиках тем
людям, тем каким-то отделам, каким-то местам, которым мы посчитаем нужно поблагодарить за их услуги. Но мы заплатили также с иностранной кредитной карты, заплатили эти чаевые заранее. Еще интересный факт, про который мы слышали, разумеется, и знали, на борту есть питание, которое входит непосредственно в пакет, и есть какие-то вещи, которые нужно докупать. Как правило, это спиртные напитки или какая-то большая часть напитка, допустим, газировка, натуральные соки, кофе. В данном случае мы посчитали и поняли, что мы не выпьем столько спиртного, чтобы покупать пакет. Здесь я могу сказать, сколько это стоит. Это приблизительно около $80 в день на человека. Это премиум пакет. У нас пакетик был тоже очень недешевый. Со скидкой за то, что мы заранее это делали и покупали на сайте, это стоило $27 на человека. Этот пакет назывался Zero Proof. Он был безалкогольным. То есть, если бы мы захотели на борту что-то выпить, мы могли бы купить непосредственно с нашего счета, с нашего какого-то депозита, который мы оставили на корабле. 27 на 2 в день на 8 дней круиза. То есть вы представляете, какая сумма набегает. Выбор есть. Безусловно, можно не брать пакет. Тогда ты можешь пить воду из кулера, ты можешь пить кофе из кофемашины, ну, то есть это тот кофе, который проточный кофе, к которому мы привыкли, но это не заварной кофе. То есть там нет капучино, у тебя там нет свежевыжатых соков, у тебя нет газировки, и самое важное для нас, там нет бутилированной воды. Если ты хочешь брать с собой на берег воду, как вы все видели и помните, август этого года был достаточно жарким, и мы прекрасно понимали, что мы будем сходить на берег, и нам нужно будет иметь с собой какую-то воду и покупать ее в каждом месте. Это тоже стоит денег. Мы все-таки решили этот пакет взять. Правильно, неправильно, сейчас, наверное, с оценки прошедшего круиза мы понимаем, что да, правильно. Мы практически полностью этот пакет израсходовали, как бы воспользовавшись им и не раз. Не можем советовать, тут каждый выбирает сам для себя. Итак, мы заказали круиз. Теперь нужно каким-то образом добраться до круизного лайнера, до судна, и, соответственно, судна добраться домой, в Санкт-Петербург. Без рекламы, чисто как констатация факта, у нас есть кредитная карта, не кредитная, извините, дебетовая карта банка Тинькофф, премиум карта. Я думаю, что достаточно много людей сейчас как бы имеет такого типа карты в Райфайзене, даже в Сбербанке, в ВТБ. И по этой карте есть определенные скидки и возможность заказать, оплатив этой картой, заказать гостиницы, заказать перелеты непосредственно у сайтов-партнеров. Тинек сотрудничает с «Купи билет». Мы просто забили непосредственно, куда мы хотим лететь, и нам было предложено несколько маршрутов. Мы отмели то, что нам было неинтересно, как бы по своим, опять-таки, причинам, тем или иным. Мы не хотели много пересадок, терять много времени в дороге, но, вероятно, нам было бы интересно, если какая-то из пересадок была какого-то более длительного временного периода, чтобы могли несколько часов в городе, опять-таки, в котором мы не бывали, выйти в город и посмотреть еще один дополнительный город к нашему путешествию. И таким образом у нас получился перелет с одной пересадкой через Ереван в Рим и обратно из Барселоны с двумя пересадками через Вену, опять-таки Ереван и в Санкт-Петербург. Билеты были заказаны. Все компании, которыми мы воспользовались в этом полете, это были бюджетные чартерные компании, кроме первого перелета из Санкт-Петербурга в Ереван. Там нам попался Аэрофлот каким-то загадочным образом. У нас была конечная сумма. Связок между этими рейсами не было. Это чартерные рейсы, то есть это не трансфер. И все эти рейсы были предложены нам безбагажные. Теперь представьте себе, вы едете в круиз, у которого есть определенные правила. Одно из правил, про которое наверняка многие слышали, многие не слышали, это правило дресс-кода.
У нас есть какие-то вечерние рестораны, есть какие-то шоу на круизном лайнере, на любом круизном лайнере, даже том, который ходит по рекам и озерам. Мы с этим столкнулись и когда плавали по Волге на теплоходе. И в этом круизный дресс-код, этот код одежды подразумевает под себе определенные вещи, которые ты можешь одевать вечером. Ты не можешь выйти на ужин в сандалиях, ты не можешь выйти на ужин в футболке. У тебя должен быть ти-шорт, то есть футболочка у мужчины непосредственно поло с воротником, рубашка. Можно без галстука, слава богу. На селебрити не такие прямо прямо давящие правила. Обязательно брюки или, как они пишут, хорошие фирменные джинсы, туфли. Соответственно, женщины это должны быть коктейльные вечерние платья. Опять-таки туфельки или сандальки. И теперь представьте, да, на улице тепло, тебе не надо брать с собой теплых вещей. Нам, слава богу, повезло, практически весь наш круиз, светило солнце, но не нужно было брать каких-то вещей от дождя, зонтики, там, дождевики. Но у тебя 2 рюкзака. И эти рюкзаки, помимо всего прочего, они маленькие, потому что компания Wizz Air, с которой мы летели, и компания Air One Армения, обе эти компании разрешают провозить на борт рюкзаки размером 40 на 30 на 20. 40 на 30 на 20. Это меньше стандартного рюкзака, с которым вы привыкли летать. Аэрофлот позволяет перевозить 55 в высоту, по-моему, 42. Короче, рюкзак гораздо больший. В срочном порядке мы стали думать. Мы купили эти рюкзаки, заказали их на Озоне. Мы попытались положить вещи, которые нам могут понадобиться в круизе, и мы поняли, что мы фактически не влезаем. Что делать? Багаж мы брать не хотим, потому что багаж в чартерных перелетах стоит зачастую половину, а то и больше от стоимости билетов. И так и было. Один из наших перелетов, который предложила компания, стоил на одного человека, если не ошибаюсь, там где-то 25-27 евро. А стоимость багажа на этот рейс была 20. Ну, я говорю приблизительные цифры. Значит, что? Надо искать другие опции. И мы для себя обнаружили, мы про это не знали, что есть такая штука, как Priority. Пакет, который ты покупаешь, который позволяет тебе взять с собой в салон еще одно место ручной клади. Это небольшая сумка на колесиках, как они пишут. В принципе, мог быть еще один рюкзак. Но мы взяли сумку с ручкой на колесиках, тоже небольшого размера, приблизительно такой же высоты и ширины. И, в принципе, мы влезли. Да, мы доплатили за это, доплатили большие суммы на Wizz Air, чуть меньше в Air One Армения. И вопрос был решен. Первый вопрос. Вопрос второй. Жилье. Перелет у нас есть. Лайнер у нас есть, где мы будем жить, потому что мы хотели сделать? Ну, разумеется, мы хотели посмотреть и Рим, и Барселону. Мы прилетали в Рим за 1,5 дня до круиза, и мы улетали из Барселоны через 2 дня после того, как приходил лайнер в порт. Надо, соответственно, и там 2 ночи где-то переночевать. Опять-таки мы воспользовались сервисом Тинькофф, причем не реклама. У нас был по карте даже кэшбэк и на перелет, и на отели. Нашли с трудом, большим трудом, по 2 причинам. Первое, мы заказывали все это за 2 месяца до событий. Это было начало июня. И для таких вот вещей, для сезона, для августа в Европе, это уже поздно. Люди заказывают за год, за полгода. Второе, Тинькофф и непосредственно те компании, с которыми он сотрудничает, это не все компании. То есть это не как Booking, куда подают 70-80% гостиниц свои данные. Поэтому выбор был очень ограниченный. Мы находили какие-то гостиницы, мы проверяли их статус, проверяли отзывы на Booking, на Островке, на тех доступных сайтах, где можно, на TripAdvisor. Наконец остановились на 2 местах, которые мы, в конце концов, заказали. Чуть дороже было в Барселоне, чуть дешевле в Риме. Опять-таки, если кого-то интересуют цифры, могу их посмотреть, сообщить. Заказано. Пришли нам
заказанные какие-то ваучеры. На руках у нас ничего не было, то есть мы надеемся просто на то, что нам все было заказано. И мы продолжаем собираться. Что такое продолжаем собираться? Дальше нам предстоит, разумеется, оформление пересечения границ, въезд в Шенген. Шенген для россиян не закрыт, как многие думают. Шенген до сих пор можно получить. Мы до этого уже путешествовали в мае месяце по Европе, поэтому у нас был открытый Шенген во Францию. Его можно получить и сейчас. Не очень сложные требования, достаточно показать свой надежный источник дохода, показать, если у вас были предыдущие визы, соответственно, в шенгенскую группу. У нас были визы в Финляндию, у нас были визы в Европу, и мы воспользовались этим Шенгеном. Здесь нам ничего особенно не надо было придумывать, он у нас уже был. Но, как выяснилось, это еще не все. Как только мы прошли онлайн-регистрацию на лайнер, к нам прилетело сообщение от круизной компании, в котором нам было написано следующее. Уважаемые граждане, вы указали, что место вашего проживания, пребывания постоянного – Россия. Предоставьте, пожалуйста, доказательства, что вы не проживаете в Крыму, ДНР или ЛНР. Это связано с экономическими санкциями Соединенных Штатов против данных территорий. Не трогаем политику. Это есть, так это работает. Можете обижаться, можете не обижаться. Такие требования у американцев. Как можно это доказать? Мы делаем копию, сканы внутренних паспортов. Мы делаем сканы наших каких-то платежных поручений, платежей за квартиру, где указано имя, фамилия и прописка. Мы делаем выписки из налоговых, где указана наша недвижимость. Есть такая общая выписка с электронной подписью, печатью. Все на русском, мы ничего не переводим, и как есть, все отсылаем круизной компании. Отослали, вопросов больше нет. Несколько раз я им звонил, у меня хороший разговорный английский, я совершенно спокойно мог им позвонить, благо у них номер 8800, который бесплатен с любой точки мира. Все мы с ними обсудили, и мы практически готовы к путешествию. Дальше не буду рассказывать, как все это происходило потом. Это будет непосредственно в моих клипах. Да, еще мы купили камеру GoPro. У меня на канале можно увидеть, как я ее рассматриваю. Тоже для меня какое-то новое дело. И то, что сейчас вот я работаю с ней, это достаточно необычно для меня. Обычно мы все снимали на телефон. И сейчас поездки мы тоже снимали все на 2 телефона личных и на камеру. Совершенно разный эффект. Совершенно разное качество кадра, звука. Будем дальше пытаться с этим работать. Нам интересно. Далее, соответственно, будут какие-то отчеты о тех местах, где мы побывали. И в конце, после всего, я сделаю какие-то выводы о поездке. Повторю еще раз, на этом канале исключительно мое личное мнение. Я никому ничего не могу посоветовать, кроме своих личных впечатлений. Я не рекламирую никаких людей, компаний, изданий и так далее. Ну, пока, я надеюсь. Вот, поэтому все, что вы здесь увидите, услышите, это непосредственно мое, так сказать, выстроенное, вынесенное. Кому-то, еще раз, оно может не зайти, кому-то это будет интересно. Собственно, для этого я и записываю это видео. Итак, переходите к просмотру. Задавайте вопросы, всегда с удовольствием на них ответим. Подписывайтесь на канал, безусловно.